Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы работаем с математическими операторами. По нашей домашке нам нужно было решить вот эти примеры. Сейчас я наведу выше пример, как мы будем решать данные примеры. У нас есть вот такое выражение, где написано 5 плюс 2. Для того, чтобы дать правильный ответ, нам нужно обратить внимание на то, какой тип данных здесь написан. Как мы можем увидеть, пятерка написана типом данных number, так и двойка написана типом данных number. Значит, они будут считаться между собой математически. И в ответе я получу 7 типом данных number. Получается, на каждый пример ниже мы должны будем отвечать примерно таким же способом. В ответе говорить, какой это будет тип данных и какое значение. Начнем с первого примера. В первом примере у нас указана пустая строка плюс 1 плюс 0. Мы начинаем считать слева направо, и получается первое действие, которое мы выполняем, это будет пустая строка плюс 1. У нас есть слева строка, значит у нас произойдет склеивание строк, и в ответе я получу 1 строкой. Далее 1 строкой плюс 0 это будет тоже строка, но в ответе я получу уже 10. 10 строкой. А значит, ответ данной задачи это значение 10 строкой, а тип данных string. Почему именно так, почему здесь склеивание строк, мы разбирали на прошлом уроке. Если вы не помните, Если мы то желательно хотим перейдите, пересмотрите увидеть урок еще убедиться в раз, том, что мы и решили потом задачу возвращайтесь к правильно, этой домашке. Давайте я выведу ее в консоль. Для этого я создам переменную, назову ее task1 и выведу в консоль результат этого действия. Значит, для этого я прописываю такое слово, как console.log и в дужках передаю название нашей переменной. После чего в консоли мы видим 10. В консоли мы также видим, что это тип данных string. Как в консоли отличать number от string? Если бы я выводил в консоль цифру, давайте 10 цифры выведем. Видите, она синего цвета. А если это строка, то она будет вот такого белого цвета. Так мы сможем отличать, какой где тип данных. Хотя бы визуально. Следующий пример у нас пустая строка минус 1 плюс 0. Начиная ее решать, мы решаем ее точно так же слева направо. И первое действие, которое мы выполняем, это пустая строка минус 1. Значит минус. Вспоминаем, что минус по сравнению с обычной математикой выполняет в программировании сразу два действия. А именно преобразовывает левое и правое выражение в число, а потом считает их математически. Первым делом у нас происходит преобразование типов, где мы преобразовываем пустую строку в число. Пустая строка в число это будет 0. Дальше математически. 0 минус 1 будет минус 1. Минус 1 плюс 0 будет минус 1. В ответе я получаю минус 1 number. Чтобы в этом убедиться, я точно так же выведу в консоль ответ на этот пример. Это будет переменная task2. Далее ниже я законсолю ее. И как мы можем заметить, минус 1. И вот, видите, она тоже вот таким не белым цветом, а значит это число. Следующий наш пример это 4 деленное на 2. Вспоминаем, что так же как и вычитание, деление и умножение выполняет в программировании сразу два действия. Напоминаю какие, а именно преобразование левого и правого выражения в тип данных number, а потом второе это оно считает их математически. Получается здесь мы, когда 4 делим на 2, у нас знак деления двоечку преобразовывает в число, и мы считаем это сугубо математически. В ответе на эту задачу я получаю такой ответ, как 2, типом данных number. Следующий пример 2 умноженное на 4. Здесь
Точно такое же поведение, как и с делением. Мы преобразовываем левое и правое выражение в число, и в ответе я получаю 8 числом. Если мы это законсолим, точно так же я это и вижу. Ниже у нас пример более интересный, а именно 4 плюс 5 плюс px. Мы здесь опять же начинаем выполнение слева направо, и у нас будет происходить следующее действие. С самого начала это будет считаться математически, так как четверка и пятерка это цифра. В ответе этого действия я получаю 9. После чего я делаю 9 плюс px. Из-за того, что px это строка, у нас происходит склеивание строк, и в ответе я получаю строкой 9px. Вот так. Если мы хотим точно так же убедиться в этом, я создам еще одну переменную, task5, и точно так же выведу ее в консоль. 9px строкой. Пример ниже тоже интересный. Он очень похож на то, что у нас было только что, но тут есть некое отличие. Отличие заключается в том, что у нас с самого начала идет строка, и первое действие, которое у нас будет выполняться, это $+1. Из-за того, что здесь есть строка, оно с самого начала посчитает это как склеивание строк, и в ответе я получу $1. Следующим шагом у нас к этому $1 прибавляется двоечка. Из-за того, что тут также есть строка, это все тоже склеивание строк. В ответе я получаю $12 типом данных string. Чтобы мы в этом убедились, я и это тоже выведу в консоль. И вот в консоли мы видим $12. Далее у нас в следующем примере есть вот такое выражение, где я делаю 4 строкой минус 2. Из-за того, что я использую минус, первым делом он преобразовывает левое и правое выражение в число, и у меня получается 4 числом минус 2 числом. Это уже легкая математическая задача, где в ответ я получаю 2 number. И давайте я комментариям допишу тоже, чтобы мы могли обращать внимание на то, что здесь 2 number. В примере ниже у нас 2px минус 2. Это уже более интересная задача, потому что у нас здесь есть px. И с примеров выше мы помним, что когда я делаю минус, он у нас вызывает первым действием преобразование левого и правого выражения в число. И когда мы попытаемся преобразовать это в число, у нас получится none. Напоминаю, что none это такой тип данных, как number, который означает то, что в процессе преобразования в число у нас возникла какая-либо ошибка. И здесь у нас она прям ярко высматривается, а именно мы попытались преобразовать в число слово px, то есть такого числа просто нет. JavaScript не понимает, что с ним делать, и, чтобы не сломаться окончательно, он выкидывает none. Значит, в ответе этого действия я получаю none типом данных number. Не забываем, я очень часто вижу, что забывают, none это число. Это не отдельный тип данных, это именно число. В задаче номер 9 у нас выполняется вот такая операция, где мы строкой минус 9 плюс 5 цифрой. Ответ этому будет минус 9 пробел 5 строкой. Из-за того, что тут строка, произойдет склеивание строк. И мы не забываем, что каждый символ, который есть в строке, он никуда не пропадает. И тут есть пробел, то есть он тоже не пропадет, и значит он останется после этого выражения также. Ниже у нас выполняется практически такой же пример, но в нем есть одно отличие. Здесь у нас используется минус вместо плюса. Минус начинает преобразовывать левое и правое выражение в число, и в ответе я получаю число минус 14.
У нас минус легко может преобразовать в минус 9, все-таки такое число есть. И в ответе посчитает это все математически. Следующий пример. 2 плюс 2 плюс 1. Он уже полегче будет. В этом примере первым делом мы считаем это математически, то есть 4. А потом 4 плюс 1 строкой. Из-за того, что есть строка, будет склеивание строк. И в ответе я получаю 41 строкой. Чтобы в этом убедились, я это тоже выведу в консоль. И можем заметить, что здесь 41 строкой. Далее у нас идет строкой 5px минус строкой 5px. Из-за того, что это программирование, у нас не будет 0, тут будет none. None, потому что когда мы используем минус, он преобразовывает левое и правое выражение в число, и в попытке преобразовать px ломается, не понимает, что это за цифра, и дает none. В процессе этого действия у меня получится none минус none, а как я ранее на прошлом уроке говорил, любое математическое действие с none дает none, ну и в ответе мы получаем none типом данных number. И чтобы мы в этом убедились, я и это выведу в нашу консоль. Вот. Вот мы и решили всю домашку. Надеюсь, коэффициент ваших правильных ответов был 80% и выше. Ведь если ниже, стоит еще раз пересмотреть прошлый урок, чтобы сделать это более лучше. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.